Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим интересную информацию о уникальной спутниковой системе Starlink Илона Маска. Также мы рассмотрим два пути развития этой грандиозной идеи и как изменятся технологии доступа к интернету в будущем. На экране вы сейчас видите карту покрытия Starlink. В зону покрытия спутникового интернета Илона Маска входит 21 страна. На орбите в рабочем состоянии находится 1646 спутников. В 2015 году Илон Маск заявил, что в 2020 году Starlink должен обогнать по выручке компанию SpaceX, а выручка должна была составить 30 миллиардов долларов. На данный момент у компании сейчас 100 тысяч абонентов, которые платят $99 в месяц. Ежемесячную выручку компании вы можете посчитать сами. Кстати, сам Илон Маск никогда не называл интернет Starlink бесплатным. Выражение Free Internet переводится как свободный интернет, в то время как наши журналисты, может быть для того, чтобы привлечь внимание, может быть по ошибке, перевели это выражение как бесплатный интернет. Грандиозным планом Илона Маска, которые он обозначил в 2015 году, не суждено было сбыться в обозначенный срок. Это связано с масштабными изменениями, которые произошли в мире. Пандемия того самого вируса в 2019 году очень на это повлияла. Но не только это тормозит развитие. На данный момент у Starlink наблюдаются следующие проблемы. Большой неудачей, из-за которой возникла задержка, стали катастрофы с тяжелой ракетой Starship. Последняя проблема со Starship SN-11 в начале 2021 года еще почти на год затянула запуск этого космического корабля. Эта ракета очень важна, так как она за один запуск может выводить 380 спутников, тогда как теперешняя ракета Falcon Heavy выводит только 60 за один запуск. В начале 2022 года ожидается запуск Starship, который уже прошел все испытания и готов к запуску в коммерческих целях и готов выводить огромные группировки спутников на орбиту. Еще большей трудностью стала торговая война и дефицит чипов. Так, на данный момент SpaceX производит 120 спутников Starlink в месяц, а нужно минимум 800. Так как Илон Маск подсчитал, что для того, чтобы не обанкротиться, им нужно делать запуски Starship один раз в 2 недели. Абонплата в $99 стала еще одной проблемой в развитии сети, так как даже в Великобритании эта цена является дорогой. Причем себестоимость производства абонентских терминалов Starlink снизили до $1500 за одну штуку. И себе в убыток продают их за $500, но тем не менее, даже по сниженной цене это является для конечного потребителя дорого. Starlink продает терминалы ниже себестоимости для того, чтобы сформировать абонентскую базу и привлечь инвесторов для того, чтобы не обанкротиться и продолжить развитие сети. Последний недостаток — это ограниченная пропускная способность спутника. По разным подсчетам, один спутник может при равномерной нагрузке обслуживать 2000 абонентов. Эта цифра образовалась при подсчетах среднего трафика, который потребляет на месяц один абонент, а это 300 гигабайт в месяц. Поэтому ограничено количество абонентов, которые могут быть подключены. Если количество спутников не увеличится, то компании для того, чтобы больше подключить абонентов, нужно будет отказаться от безлимитных тарифов и ввести тарифы с ограничением трафика. Так как это сделали, например, наши мобильные операторы в Украине. Так, например, тарифный план от Kyivstar домашний 4G 300, в котором абонплата составляет 300 гривен на 28 дней. Здесь по факту предоставляется 1000 гигабайт на 28 дней без ограничения скорости. И похожий тариф от LifeCell для интернета, который называется безлимитный 200 с абонплатой 200 гривен на месяц, в котором также присутствует ограничение в 1024 гигабайт на месяц без ограничений скорости. Сим-карты с этими тарифными планами можно будет приобрести по ссылке в описании. Ввод ограничений по трафику связан с ограниченной пропускной способностью базовой станции. И именно эта ограниченная пропускная способность существует и у спутника. Так же само при бесконтрольном увеличении количества абонентов и непродуманной тарифной политике могут возникать различные задержки скорости и проседания интернета в часы пик.
Сейчас Starlink использует спутники только на высоте 550 километров, и они работают в режиме ретранслятора. То есть с наземной станции подается сигнал на спутник, а со спутника на наземный абонентский терминал. Между собой спутники никак не связаны и никак между собой не общаются, хотя со временем они будут это делать с помощью технологии лазерного луча, что является аналогом оптоволокна. Для того, чтобы обеспечить связь между спутниками, нужно запустить еще одну группировку на высоту 1300 километров. И максимальную скорость система начнет выдавать, когда выйдет на орбиту группировка на высоте 350 километров. В этом случае только будут достигнуты заявленные скорости и показатели задержки. В данный момент свободный спутниковый интернет Starlink Илона нашего Маска находится в подвешенном состоянии, и у него есть два варианта развития. Давайте подробно рассмотрим каждый из них. Первый вариант развития событий – это банкротство Starlink. Об этом сам говорил Илон Маск в одном из своих интервью. Кроме того, он вспомнил историю компании Iridium, спутники которой, кстати, недавно выводила на орбиту ракета Falcon Heavy. Iridium – это глобальная система спутниковой связи, которая в августе 1999 года объявила о банкротстве. История Iridium тогда очень напоминает историю Starlink сейчас. Так, система Iridium задумывалась в начале 90-х годов для всемирной спутниковой связи. Но к тому времени, когда система была запущена в работу, ее никто не захотел покупать, так как уже широко распространилась мобильная связь, и тарифы на мобильную связь были гораздо дешевле, чем тарифы на спутниковую связь. Телефоны для мобильной связи стоили дешевле, чем телефоны для спутниковой связи. В итоге за 6 месяцев Iridium смог привлечь только 10 тысяч абонентов, что было очень мало и не представляло возможным когда-нибудь в будущем вообще отбить затраты. Тем не менее, существование компании спасло Министерство обороны США. Но удалось ли компании когда-либо за все время своего существования выйти на безубыточность, подлинно неизвестно. Примерно то же очень вероятно случится и со Starlink. Так же, как это случилось с солнечными крышами от Tesla, и кто еще помнит, был такой проект Hyperloop. Он, кстати, до сих пор функционирует в виде маленького небольшого тоннеля и до сих пор не может найти инвесторов, так как по подсчетам никогда не выходит на безубыточность. Успех возможен, если в следующем году стабилизируется ситуация с чипами, Starlink увеличит производство спутников, а сверхтяжелая ракета Starship будет ускоренными темпами выводить их на орбиту. И в этом случае получится развернуть спутниковую группировку и за год сделать мощную систему и начать продажи в другие страны и таким образом увеличить свою абонентскую базу. Если Илон Маск первым даст интернет туда, где его нет, то в этом случае он может завоевать значительную долю рынка, привлечь инвесторов и выйти на безубыточность, а со временем на значительную прибыль. Прямых конкурентов у Starlink немного. Это компания OneWeb, которую в ноябре 2020 года спасло от банкротства правительства Великобритании, а других просто нет. Но есть и непрямые конкуренты. Оптоволоконный кабель стал дешевле, а полоса его пропускания в огромное количество раз выше, чем полоса пропускания беспроводного интернета. 4G, например, в Украине с некоторым оборудованием показывает скорость выше 100 мегабит. Установка вышек 4G гораздо дешевле, чем запуск спутника. Кроме того, абонплата в 4G намного меньше, чем $99 в месяц. Так, например, в Украине у оператора Kyivstar в тарифе домашний 4G 300 за 300 гривен на 28 дней вы получаете 1000 гигабайт трафика. Это $11 в 4 недели. А у оператора LifeCell за 200 гривен на месяц вы получаете также 1000 гигабайт трафика. А это 200 гривен по сегодняшнему курсу это $7 30 центов. Кстати, приобрести сим-карту с любым из этих тарифов можно будет по ссылке в описании. Также для подбора 4G оборудования пишите на Viber, WhatsApp или Telegram +3 8050 768 8086, и мы подберем оборудование именно для вашей местности. 4G интернет доступен практически в любой точке Украины.
Если в 2022-2023 году произойдет бурное развитие сетей 5G, то через некоторое время интернет Илона Маска вообще никому не будет нужен, и он полностью повторит судьбу спутникового оператора Iridium. По скорости 5G практически полностью повторяет спутниковый интернет Илона Маска. Вот, например, тест скорости 5G в Москве. 905 мегабит в секунду на загрузку, 80 мегабит в секунду на выгрузку. На вопрос, когда появится Starlink в Украине, невозможно ответить однозначно. Ранее при подаче заявки на сайте Starlink по адресу starlink.com показывало, что покрытие в Украине ожидается в 2022 году. А сейчас давайте попробуем ввести какой-либо адрес в Украине. Допустим, пускай это будет Киевское шоссе, Одесса. И мы видим, что сейчас на данный момент нам отображает, что Starlink планирует расширить спектр услуг в вашем регионе в 2023 году. Доступность должна быть одобрена регулирующими органами. В каждой зоне покрытия заказы выполняются в порядке очереди. Здесь также можно оплатить $99, которые вам вернутся, если покрытие Starlink появится в Украине. И нужно будет после этого еще доплатить $500 за оборудование и $50 за доставку всего этого оборудования к вам, для того, чтобы вы могли пользоваться интернетом от Starlink. Давайте посмотрим, как обстоят дела с заказом оборудования в тех странах, где уже доступно покрытие Starlink. Как мы видим, сейчас приостановлена продажа оборудования. Можно также подать заявку, оплатить $99 и ждать, пока вам придет уведомление о доступности оборудования к заказу. Я думаю, это сделано для того, чтобы не перегружать систему абонентами, так как на данный момент пропускная способность очень и очень сильно ограничена. При попытке заказа Starlink в России мы видим следующее сообщение, что Starlink еще недоступен в регионе из-за ожидаемого разрешения контролирующих органов. Причем даже нет возможности оплатить взнос в $99. Это из-за того, что в России по закону запрещено пользоваться Starlink или любым другим провайдером, который не проходит через внутреннюю систему SORM. Потому что у спецслужб нет уверенности, что, допустим, спутники Starlink, так же как и спутники OneWeb, не будут вести разведывательную деятельность. Хотя как раз в этой стране огромное количество тех мест, где скоростной интернет был бы очень и очень нужен. Хотя с другой стороны, в этой стране мало людей, которые готовы заплатить $100 в месяц за такой скоростной интернет и $500 за оборудование. Если я ошибаюсь, вы живете в России и хотели бы пользоваться таким интернетом и оплачивать $99 в месяц и готовы купить оборудование за $500, напишите об этом в комментарии. Исходя из перечисленных фактов, у Starlink больше шансов на провал, чем на успех. Очень много обстоятельств складывается не в его пользу. Напишите в комментарии, как вы считаете, что ждет Starlink в будущем. Также обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокол, чтобы не пропустить новые видео. Всем хочу пожелать хорошего настроения. До свидания.